Решила поднять себе настроение перед Новым годом и пойти на шоу Lightscape в ботаническом саду Бруклина, город Нью-Йорк. Всех с наступающим новым 2023 годом! Песню черношапочной синицы легко услышать, особенно зимой, когда мало других птиц. Дизайнер Норман Муни представил инсталляцию из нержавеющей стали, напоминающей белые семена одуванчика. Традиционная подсветка здания подчеркивает его индивидуальность. Инсталляцию «Волшебный сезон» создал Кристофер Мэн. Узоры света отражаются в различных круговых схемах. Декоративная подсветка создает эффект лунного света. Композиция «Легкая, как вода» – новогодняя пирамидальная елка, украшенная зеркальными шарами, работа художницы Маши Цимринг. «Ночные птицы» – творение Майкла Янга, художника из Чикаго. Идея – заморозить мимолетное и вызвать чувство эмоциональной связи. What is everything is alive? Тема философская. Что все живое? Французская компания Tilt представила композицию «Цветение зимней ночью». Эта инсталляция – одна из красивейших визуальных образов, сделана из гибкого неона. Дизайнеры Кристофер Рен и Джейсон Кокран. Весь сад пестрит яркими огнями, создавая сказочную атмосферу. От основания до самой верхушки ползут полосы по стволу японского вяза. Бруклинский ботанический сад – музей живых растений. Пожалуйста, не лезьте на деревья. Веселая энергичная музыка приглашает всех на танцы, и нельзя пройти мимо без улыбки и без драйва. Это все придумал художник по свету Джейсон Кокран. Идея удалась, настроение отличное. Палома – стая перелетных птиц, расположившихся на ветках деревьев. Композиция французской творческой студии «Автор Питая». Оригинальная подсветка из птиц показывает великолепие деревьев. А птицы, пением откликаясь, слетались радостно к ручью.
и клювом вод его касаясь, по птичьи кланялись ему. Инсталляция «Зимний собор» исполнена дизайнерской компанией Англии и Австралии. Очень символично в рождественские дни, является главным местом съемок, так как достаточно освещения. Подсветка деревьев дает максимальный простор для полета фантазии. Очень впечатляющее шоу огней Эшли Берлингта. Натуральный огонь в меру драматики и теплый желтый цвет настоящего пламени. Создатели инсталляции «Неоновые волны» Кристофер Мэн и Джейсон Кокран. В саду, где растет японская сакура, между двумя рядами протянули неоновые шнуры, которые образовали цветовое поле. Инсталляция «Аврора. Северное сияние» игриво и радостно освещает нам путь к выходу. Темнота помогает выделить дисплеи. Символом японского сада являются водные ворота Тории. Они ритуальны. В основе поклонение бесчисленным богам. Каменному фонарю Сёгуна 500 лет. Он был получен в подарок от города Токио. В зеркальной глади пруда отражается все, что на поверхности. Богатое разнообразие сувенирного магазина привлекает посетителей. Карликовые деревья бонсай входят в одну из самых больших коллекций за пределами Японии. Ставьте лайки, подписывайтесь. До встречи в новом ролике.